Здравствуйте. Сегодня стало модно лечиться, при этом речь идет не о банальной диспансеризации, позволяющей выявить многие серьезные недуги, а о новых диагнозах, которые ставят успешно и преодолевают некоторые российские врачи. Эксперты утверждают, что на многие из этих состояний за границей никто бы даже не обратил внимания. Давайте рассмотрим 9 болезней, от которых страдают только граждане постсоветского пространства. Дисбактериоз. Практически у каждого третьего русскоговорящего человека неистребимым остается излюбленный российский диагноз – дисбактериоз. Нигде в развитых странах такого заболевания просто не существует. Не страдают от него ни наши американские партнеры, ни собратья из стран победнее. Нет такой болячки в международной классификации болезней МКБ-10, в соответствии с которой должны выставляться диагнозы в России. Не упоминается дисбактериоз и в нормативном документе Российской Федерации стандарты диагностики и лечения болезней органов пищеварения, которым должны руководствоваться все наши врачи. По-прежнему у нас существует анализ кала на дисбактериоз. При этом давно известно, что искать корреляцию между составом флоров и реальным ее соотношением в глубинах кишечника все равно, что гадать на кофейной гуще. Во-первых, основу кишечной флоры составляют бактероиды, которые не растут в питательных средах. Во-вторых, соотношение бактерий на выходе имеет очень мало общего с тем, что живет в кишке. В-третьих, все то время, пока вы собираете и несете ваши бесценные фекалии в лабораторию, жизнь в них не прекращается, и уже через несколько часов вся флора и фауна кала радикально видоизменяется. У взрослых под дисбактериозом нередко скрываются синдром раздраженного кишечника, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, лактазная недостаточность, а также другие невыявленные состояния, при которых нарушается баланс кишечной флоры. Эти расстройства надо лечить, воздействуя на причину такого дисбаланса, а не на сам дисбаланс, который является лишь следствием. На теме дисбактериоза активно паразитируют различные производители кисломолочных продуктов питания, пробиотиков и пребиотиков. Если ваш врач уверенно заявляет, что ваша микрофлора разбалансирована и вы вовсю страдаете дисбактериозом, не паникуйте. Попытайтесь отыскать грамотного специалиста, который не станет убеждать вас в несуществующих диагнозах и назначать вам препараты, от которых имеет проценты от аптек, а займется общепринятой диагностикой, которая позволит отличить инфекционную или органическую патологию кишечного тракта от физиологических и психосоматических расстройств. И не спешите разоряться в аптеках, лучше сэкономьте деньги на полноценное питание себе и вашим детям. Снижение иммунитета. Обещаниями укрепить иммунитет витаминами, йогуртом или волшебными пищевыми добавками не видно конца. И даже те, кто верит рекламе, в сезон простуд начинают говорить о сбоях в иммунной системе и искать способы, чтобы их исправить. Упрощенная схематическая модель иммунной системы – это десятки типов клеток с почти 4 сотнями различных рецепторов. При участии специальных веществ они выполняют астрономическое количество задач – устранения занозы в коже до уничтожения опухолевых клеток. Эта система формировалась миллионы лет, и работает она не самостоятельно, а в тесной связи с нервной, эндокринной и другими системами организма. И концепция эквалайзера, в которой иммунитет можно просто сделать сильнее или слабее, тут не работает. Что реально может ухудшить иммунитет? Когда эффективность иммунной защиты снижена, у человека повышается склонность к инфекциям, а приводить к этому могут факторы, на которые вполне реально повлиять. Один из них – курение, при котором страдает не только сам курильщик. Доказан негативный эффект не только при вторичном, но и третичном курении. Остатки дыма на коже и одежде могут быть причиной повышенной склонности к болезням у близких курящего. Повышение риска респираторных инфекций доказано для ряда токсических веществ, в первую очередь наркотиков. Наличие некоторых заболеваний тоже снижает защиту от инфекций. Например, у людей с ринитами и бронхиальной астмой острые респираторные инфекции встречаются чаще. Как бы нам ни хотелось найти волшебную таблетку для укрепления иммунитета, пока таких средств не существует. Более того, хотя современная медицина научилась подавлять работу иммунной системы, например, при аутоиммунных заболеваниях, пока нет способов безопасно ее простимулировать. Да и не нужно этого делать. А чтобы реже болеть, достаточно следовать скучным рекомендациям, вести активный образ жизни, разнообразно питаться, делать нужные прививки и не запускать хронические заболевания.
стоит помнить, что на качество иммунной защиты негативно влияют алкоголь, табачный дым, смог, поэтому не нужно искать средства, которое подстегнет иммунитет, а нормализовать образ жизни и режим. А чтобы не гадать и убедиться, что с вашим иммунитетом все не так уж и страшно, сдайте анализ на ВИЧ. Остеохондроз позвоночника. Это редкое заболевание, при котором происходит омертвение костной ткани. Но на постсоветском пространстве врачи смело ставят этот диагноз практически всем, у кого есть изменения в межпозвонковых дисках. Собственно, российский остеохондроз не имеет ничего общего с тем, что термином остеохондрозис именуется в англоязычной литературе. Вегетососудистая дистония. Она является королевой всех исконно российских, а если точнее советских болезней, поскольку этот зверь встречается не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Вегетососудистая дистония – бич многих девушек нашей страны в возрасте от 16 до 50 лет. Да, болезнь в 3 раза чаще выявляется у женщин. Диагноз, на который можно свалить прогул физкультуры в старших классах, нервный срыв после ссоры с мужем в 30 или хандру и покалывание в сердце при проблемах на работе в 45 лет. Как указывают разные русскоязычные источники, собственно, они только и имеются в распоряжении. Причина и механизм развития болезни до конца не установлены и включают в себя ряд изменений, затрагивающих все системы организма, от сердечно-сосудистой и эндокринной до нервной и пищеварительной. Проявления вегетососудистой дистонии обширны и не поддаются описанию. От головокружения и похолодания пальцев до сердцебиения, потливости и боли в области сердца. Если попробовать поискать общепринятый эквивалент заболевания в мировой литературе, получится что-то среднее между панической атакой и тревожным состоянием, проявляющимися в различных соматических нарушениях. Эрозия шейки матки. Если вегетососудистая дистония чисто российское заболевание, то эрозия хотя бы присутствует как факт в англоязычной литературе под названием шеечной эктопии, нормального явления, при котором слизистая из канала шейки матки иногда переходит на ее внешнюю часть. Различие между нашими и не нашими врачами состоит в подходах к эктопии. По данным большинства гинекологических рекомендаций, лечение эрозии не требуется, если она не причиняет никаких неудобств. В России же еще до недавнего времени борьба с эрозией носила повальный характер в виде прижиганий холодом, лазером и всяческими препаратами. Доходило и до хирургической резекции. Продуло. Обычно про дуло мы говорим о ноющей боли в спине или шее, с досадой вспоминая вовремя незакрытую форточку, под которой просидели час-другой. Неврологи существование такой причинно-следственной связи не отрицают, но акценты расставляют иначе. Переохлаждение только один из факторов возникновения боли и отнюдь не решающий. Чаще всего боль возникает из-за микротравм мышц, связок или межпозвонковых суставов. Они появляются от долгого пребывания в вынужденном неудобном положении, резких и неподготовленных движений. Проще говоря, если вы сидели и вам продуло спину, то не потому, что вы сидели у окна, а потому, что вы сидели неправильно. Ревматизм. Ассоциируется он в основном со скрюченной спиной, из-за которой не встать, ни сесть, ни картошку вскопать. При этом настоящий ревматизм никакого отношения к спине не имеет. Истинный ревматизм – это воспалительное заболевание, поражающее в первую очередь оболочки сердца. Так иммунная система реагирует на заражение некоторыми микроорганизмами из группы стрептококков. Ревматизм считается болезнью юных, его переносят в возрасте от 7 до 15 лет. Пожилые люди им вообще не болеют. Сердце со спиной перепутались по той же причине, что и склероз с атеросклерозом. Ревматизм только один из представителей целого семейства заболеваний, которые сопровождаются воспалением и поражением соединительной ткани. До начала 20 века не связанные с суставами боли в спине часто называли мышечным ревматизмом, полагая, что здесь и есть место воспалительной реакции. Теорию позже опровергли, но слово не воробей и летает среди пациентов до сих пор. Целлюлит. Специалисты-медики до сих пор термином целлюлит предпочитают не пользоваться, а называют это явление геноидная липодистрофия. Истинный целлюлит – это воспаление подкожной жировой клетчатки, и вызывают его микробы.
Целлюлит выглядит куда хуже, чем бугорки и пупырышки на коже, и борются с ним операцией и антибиотиками. А дорогими антицеллюлитными процедурами и кремами в косметических салонах лечат нарушения структуры жировой ткани у женщин. Склероз. Склероз у нас обычно отвечает за неведомо куда пропавшие ключи и не желающее вспоминаться имя того актера. Но в действительности такой болезни нет. Существует с десяток однокоренных диагнозов, и все они подразумевают разрастание соединительной ткани, например, в стенках кровеносных сосудов при атеросклерозе. Снижение памяти само по себе является не болезнью, а симптомом. В принципе, атеросклероз сосудов головного мозга может способствовать этому процессу. Как правило, происходит это в преклонном возрасте, но здесь его связь с народным старческим склерозом и заканчивается.